Сегодня видос про вентилятор печки отопителя девяточки, а именно такой вопрос, почему он перестал работать. То есть мы включаем зажигание, запускаем режим отопителя, любой, моторчик не работает. Первым делом дергаем капот, открываем монтажный блок с предохранителями, смотрим на схему. Здесь есть релюшка на отопитель печки, а также есть предохранитель. То есть проверяем релюшку. Вы можете либо заменить, поставить заведомо исправную, либо дернуть рядышком, который находится. Это на дальний свет фар. Также предохранитель. По схеме он у меня третий. Монтажные блоки, кстати, разные. У всех может быть по-разному. Смотрите схему. Дергаете предохранитель. Проверяете, в порядке ли он. Если эти манипуляции не помогли, значит, идем далее. Следующим действием нам нужно проверить, работает ли переключатель. Для этого снимаем бороду панели. Здесь внизу есть фишка. Снимаем ее. Включаем зажигание. Берем, к примеру, предохранитель. И на фишке замыкаем контакты. Вот этот основной. С любым, который получится у вас. Далее берем мультиметр или контрольную лампочку. В моем случае она самодельная. Мультиметр выставляем на 200 вольт постоянного тока. Можно на 20. Это не столь важно. Далее с водительской стороны, где расположен педальный модуль, находим двойной красный провод, соединенный с вентилятором отопителя. Отсоединяем и мультиметром проверяем, есть ли здесь напряжение. Массу можно использовать вот здесь. То есть вот эту шпильку. Как видите, у меня здесь все уже отсоединено. Также отсоединил массу вентилятора. Следующим действием здесь находим клемму на регуляторе напряжения отопителя. Вот она. Скидываем ее. И каждый из проводов также проверяем на наличие напряжения. Также используем массу. И, кстати, все это делаем с включенным зажиганием. Вот она, клеммочка. Если же все напряжения присутствуют на всех клеммах, на всех проводах, идем к вентилятору отопителя и будем уже работать с ним. Как видите, я его уже отсоединил, и массу, и провод. Сейчас идем под капотное пространство, и там будем его вытаскивать. Далее идем к вентилятору, откручиваем кожух, он крепится на 4 винтиках. Я не буду показывать, как крутятся гайки, я думаю, что это понятно. Затем откручиваем 2 винта вентилятора. Также здесь у меня еще был воздушный фильтр. Итак, ребят, ну все же, давайте разберемся по печке. Значит, если ничего не помогло из вышеперечисленного, то мы с вами двигаемся дальше, и нам нужно достать моторчик. Во-первых, смазать его, те места, что движутся, а также поменять щеткой. Скорее всего, щетка там стерта. Также в магазинах, в автозапчастях никто не может сказать, какие там щетки. То есть в продаже их специально нету. Поэтому нам придется их подбирать. Но для начала самая известная проблема, как вообще достать моторчик печки. Потому что здесь ограниченное пространство, и достать его мало у кого получается. Есть один метод интересный. Такой глупенький, но все же действенный. Давайте сначала открутим моторчик, то есть его провода. Здесь все понятно, я думаю, не нужно показывать, что здесь парочку болтов открутить. Так, ребят, все-таки его в этот отсек достал отсюда. Сейчас объясню, как сделал. Значит, смотрите, где у меня оказалось дышло, которое идет вниз. Оно оказалось в ту сторону смотрит. Как бы на водителя и пассажира переднего. На 90 градусов я его, соответственно, перевернул. Получается, вот так я его тянул. Но все равно пошло туго. Как вы видите, царапины остались, но не критично. Очень мало места. Но вот с усилием его потащил вот таким образом. На 90 градусов я его повернул в левую сторону. Дышло смотрело, еще раз говорю, в ту сторону. Обратите внимание, как он был. И оттуда я его прям потащил силой. И он вылез. Вот такая вот фигня. Может кому-то пригодится. Ну и отсюда он уже как бы вылазит. Вот он, сволочь. Итак, ну сейчас что делаем? Сейчас вот эти вот... Сейчас отщелкиваем защелки. Вот они идут по периметру. То есть располовиним снимем корпус. Так, также моторчик крутится туго. Прям прилично туго. Может, ему из-за этого не хватало сил стартовать. Я периодически выходил из машины, когда нужна была очень печка. Засовывал сюда палец или отверточку, то есть оттуда
подкручивал, и он запускался. В последнее время перестал запускаться. Может быть, дело в тугом вращении. Не знаю, давайте сейчас посмотрим. Значит, во-первых, снимаем вот эти вот стяжки, 2 штучки, вот здесь и вот здесь, если видно. Отверточкой их подковыриваем, они слетят сами, потом как-нибудь аккуратно установим. Также, ребят, наверное, будет не лишним сказать, особенно для новичков, все это старое, потому что это все отходило 20 лет, может и больше, смотря у кого какого года выпуска девятка. Стоит заводское, все трескается, пластик трескается на ура. Все зажимы, все стяжки, все ломается, будьте аккуратней. Здесь непонятная пыль, грязь. Неудивительно, я думал, он ни разу не разбирался. Здесь есть 2 винта. Вот раз винт и вот 2. Откручиваем их. Так, здесь есть 2 винта, но прежде чем их откручивать, давайте все-таки снимем корпус. Ну, а далее все просто. Раз винт откручиваем и 2. Итак, снял. Как видим, щетки здесь все же еще имеются. Ну, конечно, лучше их поменять сразу. Вот пружинки, которые крепят щетки. Потом нужно будет это все ставить обратно и аккуратно надеть. Выработка у нас есть на кольцах. Ну, куда от нее денешься? Хотите, покупайте новый мотор. Ну, в принципе, здесь, я думаю, еще походит. Но выработка приличная за столько-то лет. Так, здесь вроде бы конус не съеденный. Резиночка. Ну, как-то так. Здесь, если будете менять щетки, их нужно отпаять. Сходить в любой магазин, я не знаю, электроинструмента, подобрать щетки по размеру и затем припаять. Ну, я думаю, кто этим занимается, если полез уже сюда, то найдет способ припаять. Также здесь есть закладные, куда была прикручена эта крышка. Не потеряйте их, потом вам заново прикручивать ведь. Ох, как туго ходит статор. Итак, раз статор ходит туго, значит, нам придется разобрать его, снять пластиковую крыльчатку, так скажем. Что для этого нужно? Здесь есть шток. Шток здесь просто выбивается. Выбивается несложно. Берем какую-нибудь зубило, такое кругленькое, и бьем сюда. Конечно, предварительно сделав опору. Не знаю, можно из подручных средств, можно что-нибудь выпилить, то есть кругленькое подставить, чтобы шток у нас ушел вниз. Статор и ротор должен при этом отделиться от крыльчатки. Ну и вот непосредственно у нас и ротор, и статор. Здесь есть стопорное колечко. Я видел, пацаны его немножко подтачивают, чтобы крутился моторчик проще, потому что он как бы из завода здесь хреново крутится. То есть тяжело запускаться ему. Может, кстати, это и есть причина, плюс тут все видите в каком состоянии. В общем, здесь стопорное колечко, его снимаем, и мы с вами сможем достать ротор. Здесь обычный электромотор. Магниты, видите, здесь оплетка ротора, магниты на статоре. В общем, снимаем стопорное кольцо, все здесь протрем, все вычистим, чуть-чуть подсмажем, не сильно, смазки много добавлять сюда нельзя, потому что попадет на кольца, не будет работать, совсем капельку. И еще, наверное, попробуем все-таки воспользоваться методом, чуть подточим стопорное колечко вот это. В общем, сейчас все покажу. Так, давайте посмотрим дальше на механизм. Значит, разобрали. Здесь уберем пыль, вычистим все. Вот у нас втулочка. Протрем ее хорошенько. Здесь нет никаких подшипников, ребят. Все входит в втулочках. Здесь, видите, маленькая такая тоненькая проставочка. Также здесь еще одно стопорное кольцо. Тут тоже все вытрем, протрем. Подточим наждачкой наше стопорное кольцо внешнее. И с этой стороны все обработаем. Чуть-чуть смажем, совсем не сильно. Я думаю, это будет уже лучше. Еще раз повторюсь, смазки вообще просто чуть-чуть, минимум, чтобы не раскидало на кольца и на магниты статора. Плюс еще, ребят, вот на стопорном кольце заметил некоторую выработку. То есть кольцо стояло вот так. И, видимо, она все-таки здесь уже свое отслужила. Эта сторона, по крайней мере. Мы сейчас вот эту сторону зачистим. То есть чуть-чуть сделаем его потоньше, капельку совсем. То есть с помощью наждачки кладем и погнали. Может, снимем, я не знаю, там какую часть миллиметра, может, третью. И затем перевернем его вот таким образом, с выработкой вверх. И поставим вот так. Что у нас с вами получается? Подобрал щетки, проблем с этим нет. Вот маркировка, видите, размеры. Значит, вот сами щетки. В любом магазине электроинструмента проблем не составит. Единственное, может, вы не сможете подобрать идеально, будут они чуть пошире. Допустим, здесь у меня не влазит они. Чуть-чуть различаются, совсем капельку по размеру. Вот, ну, эта проблема решаема очень быстро. Вот наждачка.
Вот щетка, пожалуйста, стирайте. Можно миллиметр стереть. И все, и проблем нет. И они влазят. Потом припаяем. В общем, смотрим. Вот и все, ребят. Как родные ходят. Итак, ребят, что у нас с вами получилось? Как видите, новые щетки я припаял. Это было беспроблемно, несложно. Каждый, думаю, справится. Нужен лишь паяльник. Все, ходят они нормально. Если что, еще подточим. Заходят, выходят. Вот старые. В общем, как-то так. Ребят, вот к чему приводит невнимательность. Все это проделал. Ну ладно, проделал, в принципе, это для вас. А еще у меня больше всего здесь сгорела задница. Это от того, что здесь вставлять щетки очень тяжело. Также, если они не подойдут по длине, то есть будут слишком длинные, пришлось бы их еще отпиливать, вытаскивать. Ну, в принципе, я их вставил. Далее задача вставить ротор сюда. Чуть-чуть подсмазал, как и обещал. Подспилил немножко стопорное кольцо. Стало, кстати, вращаться легче. Плюс подсмазано. В общем, все, что нужно, я сделал. То есть такая небольшая доработочка. Щетки я припаял. Все сделал. Все как полагается. Но невнимательность. Давайте смотреть с вами на кольца. Крутим, вертим и находим то, что кольцам капец. Все. То есть здесь уже медная оболочка кольца протерлась насквозь. И что мы из этого получаем? А то, что работать корректно теперь этот моторчик не будет. Вот и все. Вот и вся история. Как бы я не хотел, как бы не старался, но все же. Но так вы все видели, в принципе. В вашем случае вам, возможно, повезет больше. Собираете все на место в обратной последовательности. Вот такая видеоинструкция. Печку собираете, вставляете ее обратно точно таким же способом, как и вытаскивали. Я обращал на это внимание, то есть 90 градусов. И вставляете обратно ее под усилием, но ничего, вставится. А в моем случае что делать? В моем случае я буду покупать весь моторчик целиком. Какой у меня выбор еще? К сожалению, так. Есть, конечно, вариант полазить по разборкам, поискать печки, найти этот ротор, также его перебрать. Ну, не вижу я в этом смысла. Лучше уже купить новую, тем более по цене. Она не то чтобы кусается. И, в общем-то, куплю новую я сейчас же в этом ролике и скажу, сколько он стоит. Так что будьте внимательны, сразу смотрите на вот эту вот вещь. На кольца. Вы избежите лишней проделанной работы, как я не избежал, к сожалению. Ну, в целом, вот такая история. Короче, 1250 рублей делов. Новый моторчик с крыльчаткой. Сейчас собираем, ставим